Обожаю платья, женственные, романтичные, разные. И люблю создавать платья для своих клиентов. Так хочется душевности, красоты, женственности. Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Мода с Владанной. Сегодня у меня для вас платье, а также картина за спиной. Я поменяла экспозицию. Вы видите натюрморт, букет с гранатом. Это холст, масло, Меньшова Наталья Михайловна, моя мамочка, ее чудесная работа. Ну, а платье сегодня достала из шкафа. Оно меня порадовало очередной раз, так как я поняла, что вернулась в свою прежнюю форму. Бока на сметке, потому что я его заузила. Платье с историей. Вначале я его расшивала, причем хорошо так расшивала, на 10 сантиметров вставляла вставочки. А сейчас я эти вставочки убираю. Но я решила сметать и на столе вам показать эти мои расшивочные вставочки, которые были в свое время как вшивной бачок, переходящий в ластовицу, в рукавчик. Ну, а теперь я их убрала, вметала обратно, и чему очень рада и довольна. Я люблю платье, а это платье всех очень элегантное, в моем любимом фиолетовом цвете. И это платье, в котором вот ощущаешь себя дорого, как любит моя клиентка мне говорить, уезжая и готовясь к отъезду в очередную деловую командировку. Она мне говорит: Владана, сделай так, чтобы я выглядела на миллион. Ну вот это платье, вот я в нем себя ощущаю классно, уверенно, элегантно, без особой помпезности, но нарядно. Вы сейчас видите вид сзади. Это не разрезное платье, а перед смотрится костюмом. Жакет с юбочкой. Платье очень интересный рукав и передняя часть верха, переходящая в басочку. Здесь у меня использована драпировка. Причем эта вся часть, вот перед, переходящей в рукав, это не разрезная, то есть она цельная. Все, вот здесь нет нигде швов. Перед переходит, драпируется, идет по груди и переходит в рукавчик. На спине часть рукава это реглан. Также вы видите отрезной бачок, деталь до талии, и она переходит в юбочку и далее снова в этот бачок. Форма каре. Платье интересное, сложное, нужно его хорошо на себя посадить, но все возможно. С моей помощью, с моей схемой у вас тоже получится. Вы видите горловинка V-образная и по центру шов в верхней части. А по юбочке шва по центру нет. Юбочка заужена, заужен рукавчик. Все очень аккуратно, красивая длина. Такой эффект зауженной юбки карандаш. Вы видите очень красивая драпировка. Видите 4 складочки, которые сходятся веером в точку. Ну и к этой точке у нас подходит шовчик нашего бока. И за счет этой линии, за счет этого шва у меня осуществляется приталенность переда, так как в этот центр вошли нагрудная выточка, драпировка собрала в себя нагрудную выточку, и она таким красивым веером бионическим раскрывается на груди, ну и переходит в нашу
элегантную басочку. Платье это, я считаю, тепленьким, зимним. Оно из шерстяного плотного трикотажа, который держит форму. Платье вы увидели спереди, сзади вы его также увидели. Я дополнительно хочу сказать, что внизу шлица, 2 выточки и молния по центру. Так. Сейчас нюансы по моей драпировке красивого рукавчика и переда мы рассмотрим на схеме. Ну, а также я вам покажу детальки, которые мне позволили увеличить мое платье на несколько размеров. Пожалуйста. Друзья, перед вами схема выкройка моей модели, моего платья. Но для того, чтобы вы разобрались, я начну сначала. Начну с первого этапа. Мы начинаем с основы: перед, спинка и рукав. На основе я заужаю низ по боковому шву на 2 сантиметра, добавляю шлицу. Горловинка у меня расширяется на 4 сантиметра по спинке и, соответственно, по переду, а также углубляю, делаю V-образный мыс. Мне нужно закрыть нагрудную выточку, и я ее закрываю, а раскрываю к центру переда, потому что здесь мне пока ничего не мешает, а с этой стороны я буду производить моделирование моего переда. И вот дальше следующий этап. Это я наш рукавчик добавляю к спинке, к переду, и у меня получается реглан. Это выкройка спинки с рукавом, а здесь мне необходимо разделить мою выкройку переда. У меня уже получается 2 детали. Деталь нижней части вот с отрезным бочком и деталь передней части с басочкой, которая соединяется с моим рукавчиком. И наша выточка, она раскрыта пока в центр, нагрудная. Красным показана деталь низа переда, она доходит до талии. И наша выточка. Басочка от талии на 12-15 сантиметров. Реглан мой соединился с деталью переда, и по горловине от плеча 6,5 сантиметров. До бочка, вот здесь отрезного, у меня ширина 12 сантиметров. Так, далее мы переходим уже на мою окончательную выкройку. Вот мы видим эту деталь переда, верхнюю с рукавчиком реглан, и нижнюю деталь спинка и рукав спинки. Теперь мне нужно сделать уже непосредственно драпировку на моем переде и на рукаве. Вот эту деталь. Значит, я намечаю из места соединения моего бока и рукава линии реза, линии раздвижки для драпировки. И у меня по этим линиям будет 4 складочки. Вот эти 4 складочки по 8 сантиметров. Этот мой веер начинается чуть выше контрольной точки, иначе драпировка бы началась с подмышки. Нам это не нужно. Вот показываю моя драпировка, и из одной точки вот этот вот чудесный раскрывается веер. Складочки по 8 сантиметров глубина. Выходит одна складочка на горловину, а последующие на плечо, ну и на рукавчик. Вот здесь показана эта раздвижка. Первая складочка. Еще дополнительно, если все эти складки в одну точку стреляют, то здесь у меня раздвижка на 2 сантиметра. Это вот
наша первая складочка. Вот она таким образом закрывается. Далее я показала раскрытие нагрудной выточки к центру переда. Теперь мне ее нужно закрыть в этом месте. И я разрезаю вот линию реза выкройки от низа до груди. И у меня это место схлопывается. Вот вы видите, а выточка раскрывается вниз. И получается вот моя выкройка. Выкройка цельная перед с раздвижкой переходит в рукав. Это цельная деталь. В дальнейшем я эту глубину выточки распределяю на 2 складочки. Вот здесь у меня этот весь объем моей выточки помещается в 2 складочках. И сейчас я вам покажу, как это выглядит на изделии. Я разложила крупным планом наш перед, драпировку. И чтобы вам было понятно, я вот эту вот деталь подпорола, раскрыла. И вот вы видите, что она цельная, не разрезная, так как на выкройке. Вот закладывается 2 складочки от талии вверх, а потом я в нижнюю часть нашей вот этой вот по линии от талии детали я ее разворачиваю и фиксирую на талии. Вот я вот здесь ее прикалывала и фиксировала, так отворачивала и давала строчку. Вот, а потом еще дополнительно зафиксировала вот эту складочку к нашему переду, к нижней части. Вот, кстати, видно, что проходит бочок цельнокроенный, и наш перед вот на линии талии у нас проходит подрез. И потом дальше переходит во второй бочок отрезной. Вот такая система, которая позволяет нам сделать чудесную драпировку с басочкой. Вот все это не разрезное. Вы увидели без швов. Заложены 2 выточки. И потом я это все вот так вот развернула и зафиксировала. Ну и раскрыла вот эту вот выточку. Нижняя она раскрывается, а вторая диагонально отводится в сторону. И при этом раздвигается вот этот вот уголочек по центру на нашей басочке. То есть вот таким простым образом. Все мы зафиксировали, и у нас получилась такая красивая драпировка. Ну и здесь вы видите, наш перед переходит в рукавчик. Эта форма развернулась веером, обрабатывается обтачечкой, молния в заднем шве. Ну и я распорола бок, чтобы показать вам, как он у меня в свое время расшивался. Вот я вставляла кусочек, полосочку, которая проходила по всему боку. Ну, так как у меня не было цельной полосы, мне пришлось сделать стачку. Я этот шов разместила в районе талии. Вот как раз он у меня проходил напротив моей линии басочки. И оно смотрелось достаточно удачно, то есть не возникало вопросов, что это за деталь, то есть как отрезной бачок. Потому что расстояние было 5 сантиметров, то есть достаточно широкая вставочка. Если бы
оно было уже, конечно, бы уже смотрелось как расширенный бок. Ну, а так как полосочка была 5 сантиметров вставлена, то визуально оно смотрелось как так и нужно. Такой вшивной бачок. Поэтому, если вам нужно вшить узенькую полосочку, то лучше сделать ее пошире, а снять лишнее со спинки или спереда. И наша деталь переходит, бачок переходит в рукавчик, вот тоже расширяясь такой ластовицей. Вот, а потом сходит ластовица к локтю на нет. Вот треугольничек. И такая удачная ластовица, ее не видно. Вот все аккуратненько расшивалось. Ну, а сейчас я, соответственно, вот вы видели на обзоре, все это сметала. Мне уже это все не нужно. Вот, я извлеку эти полосочки, но на всякий случай их оставлю. Хотя, в принципе, ничего вечного не бывает. Платье и так уже служит долго. Вот. Но хочется его еще немножко поносить. Так, вот вы видели метод растачивания и, наоборот, уменьшения изделия. Сегодня основные моменты — это наша драпировка, ну и дополнительно такой небольшой бонус, как увеличить платье на 10 сантиметров. Вот таким образом вы увидели. Все рассмотрели и завершаю опять же своей схемой. Уже вам все понятно, мы разобрали ее, все детали. Рукав перед и перед. Перед нижняя часть цельнокроенным боком и выточкой, и верхняя часть цельнокроенная с рукавчиком. Для моего платья мне понадобилось 2,20 трикотажа, но можно на всякий случай взять 2,5 метра, и вы поместитесь. Опять же, конечно, под свой размер. У меня был использован плотный теплый трикотаж. Также можно использовать костюмку с эластаном, крепы. У каждой женщины в гардеробе должно быть тепленькое платье, элегантное, душевное. Ну и надеюсь, вы его без труда повторите и будете довольны. Друзья, я всегда вас, как правило, стараюсь радовать своими новиночками, что называется, с пылу с жару. Но сегодня я не смогла не показать вам это мое платье, любимое, вне времени, которое, ну, реально заслуживает того, чтобы вы его увидели. Надеюсь, оно вам понравилось. Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. Ну и, конечно же, всего вам доброго, хорошего настроения, творите, радуйте себя. Ну и будьте здоровы. До скорых встреч на канале Мода с Владаной. А сейчас еще напоследочек моя драпировочка. Вечная классика с красивыми женственными элегантными деталями.